Народ, всем привет! Почти конец июля, но лето продолжается. На улице опять установилась хорошая погодка, где-то плюс 24-25 градусов. Бассейн наш греется под солнышком, его греют солнечные коллектора. Скоро догоним его до 30 градусов и к вечеру начнем плескаться всей семьей. А сегодня я хочу рассказать вам про одну из самых, можно сказать, главных деталей во всей этой системе бассейна, нагрева и фильтрации. Это, конечно же, фильтрация. А конкретно хочу рассказать про наш фильтр-насос. В бассейн мы брали модель 26710NP, и он изначально поставлялся без фильтра. То есть просто каркас, тент, сам бассейн без фильтрации. И фильтр брали отдельно. Вопрос почему? Потому что ко всем бассейнам подобного типа в комплекте идет просто обычный маленький картриджный фильтр. У меня похожий бассейн у знакомого, правда чуть меньше. Это 366 на 76 в глубину, а у него 3 метра на 76. И в комплекте шел картриджный фильтр. Откровенно ерунда. Ерунда, он просто, чтобы гонять воду, чтобы она не застаивалась. Но он ничего толком не фильтрует. Да, крупный мусор он задерживает, но даже сыпля в бассейн ударные дозы химии, он все равно потиху начинает зеленеть. И не помогает этот фильтр абсолютно. Поэтому наш выбор был специально остановлен на бассейне без фильтра в комплекте. И фильтр покупался отдельно. Живет он у нас вот в этом домике. Сейчас я покажу, что внутри. Вот открыли наш домик. А внутри у нас живет вот такой вот фильтр-насос. Это Bestway 585-15. Самый простой и самый дешевый песочный фильтр-насос. И, кстати, вполне хватает для такого бассейна, как у нас. У этого фильтра есть 6-позиционный клапан, как и у любого другого песочного фильтр-насоса. Это идет режимы фильтрации, режим усадки песка, режим циркуляции, слива воды, закрытие клапана, и за ним идет еще режим обратной промывки. Подключается все очень просто. Сюда у нас подключается трубка, которая идет либо в бассейн, то есть это уже обратка, либо в бассейн, либо, как в нашем случае, отсюда у нас вода проталкивается в солнечные коллектора и уходит обратно в бассейн. А снизу у него отверстие, это вход. То есть сюда у нас вода заходит. После она идет вот по этой трубке, проталкивается через весь фильтр-насос. Внутри он заполнен таким специальным песком фракции от 0,4 до 0,8. Специально фильтрующий песок, позже покажу. Внутри 8 килограмм песка. И дальше уходит непосредственно в бассейн. Если посмотреть по стоимости, то сам бассейн обошелся нам зимой по акции в 189 белорусских рублей. Фильтр-насос в 210 рублей по акции. То есть он стоил дороже, чем сам бассейн. А сейчас такой фильтр-насос стоит порядка 350-400 белорусских рублей. Что удобно? Вещь укомплектована вот таким вот манометром. Мы даже здесь в нашем домике сделали под него окошечко. По манометру можно понять, когда насос уже загрязнился. Вот когда у нас давление доходит, сейчас оно чуть больше 0,2, когда оно подходит к 0,4, значит пора уже делать обратную промывку. И это говорит о том, что вода уже очень-очень слабо циркулирует. Фильтр-насос на 2 куба в час. Но фактически, я думаю, там гораздо меньше. Особенно, когда
Он проталкивает воду через солнечные коллектора. Системе даже не хватает толком нормально погрузить скиммер. Но, повторюсь, и этого достаточно на такой объем бассейна. Вот. Фильтрует сам по себе этот фильтр-насос вообще безупречно. До первой замены воды, а сделали мы ее буквально пару дней назад, может неделю назад, вода у нас прожила в бассейне чуть больше, чем 1,5 месяца. Она абсолютно не зазеленела, в ней не появилось запаха. С ней было все отлично. Вот это в комплекте идет, как мы пользуем. Мы пользуем непосредственно сам фильтр-насос и кислородную химию от Макэко. Все отлично. Никакой хлорки, никакой травы, никакой вони, никакой зелени. Воду поменяли лишь по той причине, что когда мы здесь отсутствовали, с деревьев налетело очень много мусора, скиммер был отключен, и все это дело перемешалось в воде. Было очень-очень много мелкого мусора. Поэтому изменили воду. Так бы даже и не трогали, если честно. Так, ну а сейчас посмотрим на коробку от этого чуда. Вот в такой коробочке он поставлялся. Ну, относительно небольшая коробка. Внутри он лежит разобранный. Когда фильтр сложен в коробку, только после покупки был, была снята вот эта крышка. Верхний клапан и вся вот эта вот запорная часть лежала внутри. Ну, он же внутри пустой, полый. Там фактически ничего нету, потом туда засыпается песок. И в комплекте шла вот эта трубка и 2 трубки. Вход и выход. Вот. Также с насосом шли еще, как это правильно называется, арматура. Не арматура. Честно, даже не знаю, как сказать. Такие вот затычки. Одна идет на выход воды, куда вода выходит. А вторая шла на вход. Вот такая вот штукенция. Она должна стоять, если у вас нету скиммера, то вот в этом месте стоит вот этот вот такой, назовем его, фильтр грубой очистки, чтобы крупный мусор, листья и так далее в него не засасывались. Получается, сначала стоит вот эта штука, потом по системе идет вода, уходит вот сюда. Если открутить это, то там достается такой стакан рифленый. Ну, точно по такой же толщине там идут дырочки. Вот так вот там он стоит за этой прозрачной крышкой, пластиковый стаканчик. Опять же, второй фильтр грубой очистки. Если какая-то вода, трава или крупные листья через это пролетели, то они останавливаются уже непосредственно вот здесь. Вот. Может, его будет видно внутри. А уже вовнутрь, в сам песок, летит только мелкая взвесь, маленькие семена от растений, маленькие жучки, паучки, муравьи в нашем случае, на участке очень много муравьев и так далее. Вот что здесь на коробке рассказано. То, что фильтр используется для бассейна от 1100 до 18 тысяч литров. Но сразу скажу, наш бассейн на 6000 литров. И если бы бассейн был побольше, фильтр стоило бы брать другой. Этого мало. Есть такая негласная формула, что фильтр-насос по мощности должен быть хотя бы на 30% от бассейна, чтобы он в течение 3 часов мог прогнать через себя весь объем. В нашем случае математика складывается: 6 кубов и 2 кубометра в час непосредственно фильтр. С манометром 8,5 килограмм песка в него засыпается, с ходовым клапаном. Вот как работает фильтрация. То, что грязная вода заходит, фильтруется и чистенькая выходит. Небольшая инструкция, как все это дело работает, подключается. Ну и по коробке, в принципе, все. Сейчас покажу, что засыпали вовнутрь. А вовнутрь засыпается специальный песок. Это идет кварцевый песок.
с так называемой фракцией от 0,4 до 0,8. Я специально в кастрюльку высыпал. Вот как выглядит сам фильтрующий песок. Просто мелкий песок, очень похожий на речной. Причем, что интересно, продается фирменный песок и от Интекса, и от Бествея. Но стоит он каких-то вообще неадекватно заоблачных денег. За пакет в 20 килограмм, там, помню, что-то в районе 100 белорусских рублей было. Обратившись же в специализированную фирму по продаже аксессуаров для бассейнов, крупных бассейнов, больших, такой песок, вот этот вот пакет 20-килограммовый, я купил у них за 20 белорусских рублей. И, как говорят, что песок надо менять в фильтре, раз в 2 года его фактически можно менять. То есть даже после первого сезона мы откроем фильтр, промоем, вымоем весь песок и применим его повторно. Что это? Обычные камушки, что с ними может стать. Поэтому данного песка, этих вот пакетов 20 килограмм, нам хватит реально на лет 5-6. Я надеюсь. Если мы не сменим к этому времени и не купим что-то поинтереснее. Слышал такое мнение, что засыпать в фильтр-насос можно там чуть ли не пойти накопать обычного речного песка. Не надо экспериментировать. Не так уж оно и дорого. Купив хороший дорогой фильтр-насос, на нормальный песок, я думаю, деньги тоже найдутся. В комплекте с этим насосом изначально идут вот такие вот переходники. На него можно вешать как 32-ю, так и 38-ю трубу. Это если у вас бассейн, на 38-ю трубу. У меня же 32-ка. И в комплекте к нему сразу лежали трубы на 32. Вот, поэтому один из зрителей на канале задавал вопрос, как я одел сюда трубы на 32-й диаметр. Просто, все комплектное, все без счетов. Так, сейчас я вам покажу этот фильтрик, который стоит вот здесь. Мы останавливаем насос, берем заглушечку, отключим скиммер, ставим заглушку, чтобы вода не уходила в насос. Вот здесь вот. Точно так же снимаем заглушечку здесь. Берем нашу вторую заглушку. Затыкаем отверстие, чтобы вода через обратку не уходила. Опять же в насос. Закрываем клапан. И открываем. Вот так вот снимаем нашу трубочку аккуратненько. Немножко перекипело. Открываем крышку и достаем этот насос. Ой, фильтрик, простите. И что мы видим? Мы видим в нем кучу грязища. Через это дело насоса прокачивать достаточно сложно. Поэтому раз в недельку в 2 его надо обязательно доставать и промывать. Что мы сейчас сразу и сделаем. Так, поставили чистый фильтрик на место. Также мы достали из скиммера ведерко. Вот тут вот скиммер у нас стоит. Из него достали ведерко. Там тоже были жучки, паучки, всякая ерунда.
помыли красивенько ведерко, помыли красивенько плавающее ведро. Вот здесь вот очень много мусора скапливается тоже. Его не видно, когда он плавает в воде. Но когда его достаешь, там всего всякой мелочи. И чтобы прочистить наш фильтр внутри, нам нужно поставить его на режим обратная промывка. В режиме обратная промывка, вот этот вот, он также выпускает из себя воздух. И после того, как сделаем обратную промывку, надо будет сделать вот этот режим. Это усадка песка. Включаем. И погнали. Чтобы промыть внутри фильтра обратной промывкой, вот сюда вот, в отверстие, так называемое D, включается отдельный шланг. И вот мы его сливаем аккуратненько в огород. Сейчас я вам покажу, какая красота выливается из фильтра. Ну, как видите, вода, специально чистое ведерко поставил. Вода с жучками, с травой, с паучками. И все это у нас в фильтре. Все это у нас грязненькое. И после того, как пойдет чистая вода, ставим на усадку песка. И можно фильтроваться дальше. И еще интересный момент, зачем же строился домик. Ну, во-первых, это эстетично. Сейчас он открыт, может так себе и смотрится, но когда домик закрыт, вся конструкция смотрится достаточно гармонично. Насос не стоит на улице. Не боишься, что его кто-то просто перелезет через забор и сопрет. Не боишься, что его зальет ливнем, а ливни у нас здесь в последнее время шли такие нехилые. Не боишься, что ничего не коротнет. Проводка аккуратненько заведена прямо в него. Вот идет проводок, он заходит туда в сарай, там просто включен в розетку. А в домике такая вот розеточка стоит. И одна из основных фишек — это вот такая вот розетка с AliExpress с таймером. Про нее было отдельное видео. Сверху будет подсказочка, если интересно, посмотрите. Розетка с таймером. Она сама включает наш фильтр насоса и выключает, даже когда нас здесь нет. Мы переезжаем только на выходные, а в будни, когда мы отсутствуем, с 10 до 7 у нас фильтр сам включается, работает, фильтрует наш чудо-бассейн и выключается. Ну, такая вот интересная штука. Вот как-то так, дорогие друзья. Если хотите иметь хороший, нормальный, чистый бассейн, без мути, грязи и так далее, то берите хороший фильтр-насос, даже если у вас небольшой бассейн. Тогда сможете радоваться, именно радоваться своему бассейну и своей чистой водичке, а не купаться в стрёмной зеленой жиже. И на небольшой бассейн, даже вот этого небольшого дешевого фильтрика, выше крыши. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, смотрите другие видео про наш бассейн. Всем пока!